Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи. Сегодня будет видео о том, как зарядить аккумуляторную батарею, которая была в усмерть разряженная. Народ интересуется, потому что частенько такое бывает, что забывают выключить габариты или какую-то лампочку в автомобиле, или магнитолу, и аккумулятор потихонечку за ночь или за двое суток разрядился, и, соответственно, стартер не дышит. Так вот, как зарядить такую батарею? Тут надо сказать, что проблема с зарядом аккумуляторной батареи уже может возникнуть тогда, если батарея была разряжена меньше, чем 12,1 вольт. Вот если разрядили меньше, то значит можете получить такую проблему. В чем проблема этих самых глубоко разряженных аккумуляторных батарей? Дело в том, что пластины, активная масса пластин покрывается коркой сульфата, сплошной. И, соответственно, жидкий электролит, который находится в банках, не может подойти к активной массе, которая блокирована, или, если правильно сказать по науке, пассированная этим самым сульфатом, или, если правильно, коркой сульфата. Но эта проблема решаемая, и, в принципе, не так сложно она и решается. Вторая проблема, которая возникает в батареях, о которой часто очень пишут во всяких статьях в интернете, или всякие блогеры на ютубах рассказывают сплошь и рядом, это сульфат кальция. Если батарея кальциевая разрядилась, то она, соответственно, покрывается сульфатом кальция. Там частенько еще называют его гипсом, хотя это на самом деле не совсем гипс. И как пишут и плачут, такую батарею, соответственно, невозможно зарядить, и емкость ее падает буквально до 50%. Но на самом деле это все не так уже и правда. А если сказать более грубо, натуральный чес, если не сказать еще более грубо, потому что с этой проблемой научились справляться еще в 70-е годы. Да, действительно такая проблема с сульфатом кальция есть, но она не в том месте, про которое рассказывают. Эта проблема не в активной массе пластин, а именно активная масса вступает в реакцию химическую с электролитом. И тем не менее, эта проблема все равно решаемая, решалась еще в 70-х годах, о чем, в принципе, дальше в видео расскажу. Потому что на ютубе множество роликов от разных блогеров. Один рассказывает, разрядил кальциевую батарею, больше не заряжается. Второй рассказывает, я вот ее разрядил в ноль, и она нормально зарядилась. Кому верить? Так вот, от чего зависит то, насколько легко зарядится ваша глубоко разряженная аккумуляторная батарея. Конечно, глубоких разрядов допускать не надо, потому что они нехорошо влияют на здоровье аккумуляторной батареи. Но даже если мы возьмем ГОСТ по аккумуляторным батареям, то чтобы проверить емкость аккумуляторной батареи, по ГОСТу ее разряжает до 10,5 вольт. Что, соответственно, явно ниже, чем 12,1. И при этом она тут же нормально заряжается. И никаких проблем с сульфатом кальция нет. Что говорит о том, что сульфат кальция это вымышленная проблема. Итак, от чего же зависит, насколько легко ваша глубоко разряженная аккумуляторная батарея начнет принимать заряд. Первое, это насколько долго она стояла в таком глубоко разряженном состоянии. Соответственно, чем дольше она стояла в этом состоянии, тем хуже она будет принимать заряд. Вернее сказать, она его вообще принимать не будет на первое время. Соответственно, чем быстрее вы зарядите глубоко разряженную аккумуляторную батарею, тем проще вам ее зарядить. Если вы свою батарею высадили в ноль и тут же поставили на заряд, то, скорее всего, никаких проблем с зарядом у вас не будет. Она нормально зарядится и все будет хорошо. Если же ваша батарея глубоко разрядилась и простояла в таком состоянии несколько суток, а у некоторых людей она стоит и несколько лет в таком состоянии, то, соответственно, чем дольше она стоит, тем хуже она зарядится, потому что тем толще корка сульфата на обмазках пластин. Но, тем не менее, даже такие батареи заряжаются. Ну, правда, заряжается уже очень трудно, иногда только через дистиллированную воду, потому что обычным зарядом вы ее точно уже не зарядите. Но если проявить терпение и немножко знаний иметь, то такие батареи, даже которые простояли несколько лет, все равно заряжаются. Да, они могут зарядиться уже не до полной емкости, емкость частично потеряет, но все равно они будут находиться в работоспособном состоянии. Работоспособное состояние аккумуляторной батареи, кто забыл, напоминаю, это если она не потеряла емкость еще меньше, чем 50%. Второй фактор – это скорость, с которой разряжалась ваша аккумуляторная батарея. Одно дело, когда она разряжалась быстро, второе дело, когда она получила этот глубокий разряд медленно. Чем быстрее разряжается ваша аккумуляторная батарея, тем потом ее легче зарядить, потому что образуются более крупные кристаллы сульфата, между которыми может проникнуть электролит и дойти до глубоких пор, до обмазки пластин. И, соответственно, начнет протекать химическая реакция. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее и быстрее. Если же батарея разряжалась медленно, то кристаллики образуются мелкими. И между ними нету пространства. Они очень плотно прилегают друг к другу.
И электролиту тогда очень сложно просочиться между ними, и тогда аккумуляторная батарея наотрез отказывается принимать заряд. Третий фактор – это температура, при которой происходил этот самый глубокий разряд. Одно дело, когда было холодно, второе дело, когда было жарко. Если было холодно в это время, минусовая температура зима, то, соответственно, химическая реакция в густом электролите протекает медленнее. Но несмотря на то, что химическая реакция протекает медленно, вследствие того, что при разряде плотность электролита падает, он, соответственно, начинает замерзать. И все эти факторы приводят к тому, что аккумуляторная батарея на холоде может разрядиться не до конца. Потому что не вся кислота в густом электролите вступит в химическую реакцию. И есть больше шансов на то, что вы ее просто нормально зарядите. Для этого ее надо просто взять и занести в теплое помещение, поставить возле батареи, и пусть она нагреется. И вполне возможно, что после нагрева электролита аккумуляторная батарея начнет брать заряд, несмотря на то, что она глубоко разряженная, но дело в том, что она разряжалась на холоде. Если же она разряжалась на жаре, то, соответственно, электролит имел большую подвижность, и, скорее всего, такая батарея наотрез откажется брать заряд. Поэтому с батареями, которые разрядились зимой на холоде, а это очень часто бывает, бороться легче. Когда батарея разряжается медленно, то есть малым током, и длительное время получает глубокий разряд, то, соответственно, у нее, скорее всего, будет разбалансировка по банкам, потому что при маленьком разряде, при медленном разряде, получается перекос в банках. Первыми разряжаются крайние банки. Как всегда я говорю, всегда проблемы у аккумуляторной батареи начинаются с крайних банок. И таким образом получается, что крайние банки разряжены больше, средние банки разряжены меньше. То есть у вас получается дисбаланс. И вот если батарея такая разряжалась на холоде, вы заносите ее в тепло, она отогревается, и она сама по себе начинает кипеть. Потому что заряд перетекает со средних банок, которые имеют напряжение больше, чем крайние, соответственно, в крайние банки, там, где меньше напряжения. Но так как перетекание заряда практически не ограничено, потому что внутреннее сопротивление аккумулятора маленькое, то крайние банки начинают вскипать. Поэтому такое явление при разряде батареи на холоде вполне себе нормальное. Не скажу, что это сильно хорошо, но в принципе ничего страшного. И вообще, заряд маленьким током и разряд маленьким током, он может как творить чудеса. В частности, полностью десульфатировать вашу аккумуляторную батарею. Так может и натворить много бед. То есть полностью убить вашу аккумуляторную батарею. Поэтому с малым током надо обращаться очень осторожно. Потому что там в комментариях очень часто мне пишут: вот я маленьким током заряжал, маленьким током разряжал, потом проблемы. С маленьким током надо быть очень осторожным. И надо понимать, что вы делаете. Потому что можно получить очень хороший результат, который вы никогда не получите при нормальном заряде. То есть при заряде нормальным током. Но можно получить и много бед, если пользоваться им неправильно. Можно загубить вашу аккумуляторную батарею на корню. Потому что очень часто можно встретить мнение, что нельзя заряжать аккумуляторную батарею напряжением 16 вольт, потому что она кипит, обмазка оббивается. Так вот, именно 16 вольт дают на аккумуляторную батарею для того, чтобы уменьшить время ее заряда. Потому что аккумуляторные батареи можно зарядить полностью и при малом токе, и при низком напряжении, не больше, чем 14,4 вольта. Но дело в том, что это очень долго растягивается по времени, и это как раз и есть такие ахиллесовая пята заряда аккумуляторов типа IGM, которым нельзя кипеть, а по-другому их не зарядишь, а время их заряда очень сильно растягивается. И таким образом заряд такой батареи на маленьком токе и при напряжении не больше 14,4 или 14,6 вольт может привести к тому, что ее электроды полностью придут в негодность, то есть обсыпятся. Несмотря на то, что это IGM аккумуляторная батарея, и там стекломат, и вроде прижимает эту активную массу к пластинам, но все равно аккумуляторные батареи можно убить. И в инструкциях к этим батареям написано, что заряд можно проводить не больше 24 часов. И именно 16 вольт заряда применяют для того, чтобы уменьшить этот интервал и зарядить батарею меньше, чем за 24 часа, чтобы не приводилось это к осыпанию активной массы на электродах. И таким образом 16 вольт как раз приводит не к тому, что активная масса обсыпается, а как раз к тому, чтобы не было глубокого перезаряда. И как раз для того, чтобы активная масса от этого самого перезаряда на низком токе не обсыпалась.
Итак, проблема у нас нарисовалась, аккумуляторная батарея разрядилась малым током, глубоко разряженная. Как же ее сразу зарядить, если она не хочет заряжаться? Первое, как я уже сказал, аккумуляторную батарею нужно занести в теплое помещение и нагреть. Притом, для того, чтобы улучшить ее прием заряда, ее можно нагреть даже принудительно. То есть поставить в ванночку с водой и воду эту нагреть до 40 градусов. И пусть ваша аккумуляторная батарея нагреется не просто до комнатной температуры, там, допустим, 20 градусов или 25, а именно до 40 градусов. То есть надо ее хорошенько подогреть. Чем больше подогрет электролит, тем легче протекает химическая реакция, тем легче она возьмет заряд. Но не надо нагревать батарею больше, чем 45 градусов, потому что при этом она перегревается и у нее схлопываются поры отрицательных пластин. Батареи перегрева не любят. Это один из способов, который облегчает старт приема заряда аккумуляторной батареи. Если вы не будете ее подогревать, просто поставите на заряд, она все равно нагреется. И еще за этим нагревом надо будет следить, чтобы опять же случайно ее не перегреть. А она, возможно, греться будет. Чем хуже аккумуляторная батарея принимает заряд, тем больше она греется. Потому что заряд, электрический ток расходуется тогда не на заряд активной массы аккумуляторной батареи, а на электролиз и нагрев металла, из которого сделана сама аккумуляторная батарея, то есть пластины и барретки. И тут уже речь пойдет не о том, что ее надо подогреть, а о том, что ее уже надо бы даже и охлаждать. Но на первом этапе подогрев аккумуляторной батареи значительно упрощает прием ее заряда. Есть еще один способ, который 50 на 50. Это импульсный заряд. Да, действительно, импульсный заряд при таких глубоких разрядах иногда поднимает батарею легче, чем простой заряд постоянным током. И чем выше импульс заряда, тем легче ему пробить эту корку сульфата. То есть он добивается до самой активной массы пластин. Но дело в том, что этот заряд имеет и один большой минус. Опять же, аккумуляторная батарея дико греется. Притом греется локально. То есть греется возле самих пластин, греются сами пластины. Но тем не менее, если щупать бок аккумуляторной батареи, то есть пластиковый корпус, он не будет горячим и даже не будет теплым. Но тем не менее, именно пластины аккумуляторной батареи в это время перегреваются. Поэтому импульсный заряд, он с одной стороны вроде и полезный, но с другой стороны с ним очень тоже надо быть осторожным, потому что можно конкретно перегреть отрицательные пластины. Третий способ тоже очень жестокий. Так как пластины покрываются сплошной коркой сульфата, который, соответственно, не дает протекать химической реакции, то эту корку надо разрушить. Об этом видео я снимал. Может быть, если не забуду, поставлю ссылку внизу. Это большой ток. Ставим батарею на большой ток. Допустим, для батареи 60 ампер-часов этот ток может быть 120 ампер. И лупим этими 120 ампер эту батарею. Соответственно, току идет много, он весь не может расходоваться на заряд аккумуляторной батареи, тем более, что она не хочет заряжаться. Соответственно, этот ток расходуется бурно на электролиз, на разложение воды на водород и на кислород, то есть выделяется бурно газ. И вот этот вот газ механически, то есть механическим способом отрывает корку сульфата от поверхности пластин и, соответственно, оголяет участки обмазки, которые уже не покрыты этой самой коркой. Видео об этом я снимал, можно посмотреть. Там я показывал, как пластины выглядят до этой процедуры и как пластины выглядят и выглядит на них порванный сульфат после этой процедуры. Но процедура эта жестокая, потому что механически отрывается корка сульфата и отрывается она с частью обмазки. Поэтому неизбежно при таком способе потеряете некую емкость аккумуляторной батареи. Незначительную, но потеряете. Но плюс этого метода в том, что буквально за полчаса-час вы получаете прекрасный результат, и уже через полчаса ваша батарея прекрасно начинает брать заряд. Дальше прекращаете это издевательство и начинаете заряжать вашу аккумуляторную батарею по другому циклу. И после этого способа очень быстро батарейка наша приходит в нормальное состояние, заряжается, и никаких проблем с этим нет. Опять же, надо следить за перегревом, потому что ток большой, батарея греется, и за полчаса ее можно даже так и хорошенько перегреть. Еще плюс этого жестокого способа в том, что его можно применять даже при минусовых температурах, потому что сульфат отрываем механически, и нам плевать на то, какая там температура на улице. Четвертый способ, самый основной, это, соответственно, малый ток. Как я сказал, что малым током можно получить чудеса, можно получить больших проблем. Ставим батарею на малый ток и начинаем заряжать ее малым током длительное время. Такая батарея на малом токе может не принимать заряд несколько суток.
Пока там растворится корка сульфата, пока там электролит найдет малюсенькую дырочку, чтобы дойти до активной массы пластины, чтобы началась химическая реакция, для этого может понадобиться очень много времени. Иногда такие батареи сдаются через сутки, иногда такие батареи не сдаются по 3 суток. А иногда, если вам повезет и корка сульфата очень плотная, то они вообще не хотят сдаваться. Так вот, перед малым током частенько я использую вот этот жестокий способ большим током. То есть полчаса на большой ток, она закипела, сульфат порвался, получились маленькие дырочки, прекращаем жестокий способ, ставим на малый ток. Если же ваша батарея простояла очень долго, то скорее всего вы ее не десульфатируете даже малым током. Кто смотрит этот канал, то тот знает по моим видео, что растворение сульфата резко замедляется при плотности электролита 1,1. И если батарея получила очень глубокий заряд и вследствие этого очень большую сульфатацию, глубокую сульфатацию, то есть сульфат даже сидит глубоко в порах пластин, это случается, если батарея простояла очень долгое время без заряда, то, скорее всего, и малым током просто так вы ее не зарядите, потому что плотность вырастет до 1,1, и дальше сульфат просто перестанет растворяться. Вернее, он будет растворяться, но это будет очень-очень-очень-очень долго по времени. Ну и как я уже сказал, потому что сульфат очень плохо растворяется при плотности электролита 1,1, из этого вытекает 5-й способ, что для того, чтобы зарядить такую батарею, нужно понизить плотность электролита. Опять же, кто регулярно смотрит этот канал, то тот знает, что я батареи восстанавливаю методом дистиллята. То есть сливаю электролит с батареи, заливаю дистиллят, сплошную чистую дистиллированную воду и заряжаю на этой воде аккумулятор. И он прекрасно десульфатируется. Мои подписчики не раз уже делали это на своих аккумуляторных батареях. Не дадут мне соврать, и я надеюсь, что внизу в комментариях напишут, что у них получилось, чтобы новые зрители, которые смотрят это видео, не думали, что я соврал, потому что множество уже людей написало мне на этом канале, что у них получилось. Поэтому, когда вам на ютубе рассказывают, что батарея, которая глубоко разряженная, уже не заряжается, и зарядить ее никакой возможности нет, особенно если она кальциевая, то это все неправда. Прекрасно они заряжаются, но надо поизвращаться. Иногда приходится комбинировать эти все 5 способов для того, чтобы добиться результата. Не получается одним способом, попробовали другим, не получается другим, попробовали третьим. А лучше всего комбинировать их в зависимости от ситуации, в которой находится батарея. Лично я в своей практике применяю все эти 5 способов, если батарея глубоко разряжена, ее надо зарядить. Но меньше всего применяю импульсный заряд, потому что он, по моему мнению, наиболее губительный и наиболее менее продуктивный. Чего надо опасаться при заряде глубоко разряженной аккумуляторной батареи? Как я уже сказал, она не будет принимать заряд, значит она будет греться. Обязательно надо следить за нагревом батареи и ни в коем случае ее не перегреть. Если вы батарею перегрели, поры отрицательных пластин схлопнулись, она больше заряд принимать не будет до того момента, пока не остынет. Если видите, что вы ее все-таки, бляха, перегрели, значит, прекращаете весь этот балаган и даете ей постоять, чтобы она остыла. Чтобы остыли отрицательные пластины и эти поры расширились назад, потому что иначе она заряд брать не будет. И это главный пункт, на чем обычно все погорают. Потому что заряжал, батарею перегрел, она вообще перестала брать заряд и написал в комментариях или на ютубе: видео снял, вот я пробовал, вот ничего не получилось. В общем, этот перегрев можно часто наблюдать в жаркие поры времени. Вот, допустим, в этом году у нас погода была жаркая, за 35 градусов. И бывает, у кого аккумулятор уже слабенький, жара на улице, а он не может завести машину, потому что этот аккумулятор гу-гу-гу, а стартер не крутит. Но стоит закатить машину в тень, она там постояла пару часов, и аккумулятор бур, и стартер завел. Вот вам налицо этот эффект перегрева отрицательных пластин. На жаре аккумулятор перегрелся под капотом. Тем более там теплоты еще мотор добавляет. Пластины отрицательные перегрелись, поры схлопнулись. Емкость аккумуляторной батареи упала ниже плинтуса. Стартер не крутит. Вторая фишка, на которой все погорают, это они катастрофически не дозаряжают аккумуляторную батарею. Потому что при малом заряде есть такая штука, как стратификация электролита. То есть расслоение электролита. То есть чем меньше ток заряда, тем сильнее будет у вас расслоение электролита. Опять же, почему возникает такая ситуация, я в своих видео показывал. Кто хочет, тот на канале найдет.
Потому что при малом заряде на поверхности пластины возникает концентрированная кислота, которая тяжелее, чем электролит, потому что имеет большую плотность, и она, соответственно, под воздействием силы гравитации опускается на дно аккумуляторной банки и там оседает. И таким образом у вас на дне банки получается концентрированная кислота, а вверху банки получается электролит с пониженной плотностью, то есть расслоение. Но так как кислота внизу аккумуляторной банки взаимодействует, то есть касается пластин аккумуляторной батареи, то она дает повышенное напряжение на электродах пластин. И таким образом меряете ареометром вверху плотность низкая, смотрите вольтметром напряжение на клеммах батареи высокое, не соответствует той формуле, которую дает красивая баба с сиськами, то есть эмпирическая формула. И если у вас расхождение, сразу должно возникнуть подозрение на какую-то проблему. И часто это проблема расслоения электролита. Поэтому при малом заряде время от времени электролит надо перемешивать. Смотрите по ситуации и даете чуть-чуть больше напряжения. Если кальциевая батарея до 16 вольт. И пусть час так постоит. За час она перемешалась, отключили ее, потому что больше вы ее малым током не зарядите, потому что напряжение на клеммах большое. Она постояла несколько часов, напряжение на клеммах упало, потому что электролит уже перемешался и плотность его стала ниже. И концентрированная кислота, которая была внизу, не дает дополнительного потенциала на клеммы аккумуляторной батареи. Опять же, тогда появляется возможность заряжать аккумуляторную батарею малым током. Потому что нахрапом зарядить малым током аккумуляторную батарею, которая была глубоко разряжена, у которой будет выделяться много концентрированной кислоты, потому что весь сульфат сидит на пластинах, за один присест иногда не получается ее зарядить. Надо таких циклов бывает 3, 4, а то и 5, в зависимости от сложности ситуации. Опять же, на этом многие погорают, опять начинают снимать ролики на ютубе, вот батарея разряженная, зарядить невозможно. Все, капец, кальциевые батареи это приговор. Сульфат кальция и все. Но на самом деле не все. Надо смотреть этот канал и обязательно на него подписаться. Третья глобальная проблема этих батарей глубоко разряженных, это в том, что при малом заряде, когда вы уже закончите заряд, зарядите ее, у нее все равно останется разбалансировка по банкам. То есть при заряде малым током аккумуляторная батарея, как я уже сказал в начале видео, начинает по банкам заряжаться неравномерно. Проще заряжаются центральные банки, хуже заряжаются внешние банки, то есть крайние. И понятное дело, что центральные банки зарядятся первыми. Таким образом у вас возникает дисбаланс по банкам. И соответственно, так как он практически неизбежен в этом случае, то закончить это восстановление аккумуляторной батареи, то есть заряд глубоко разряженной аккумуляторной батареи, надо обязательно уравновешивающим зарядом. Опять же, ссылку дам внизу, если не забуду. Уравновешивающий заряд или балансировка аккумуляторной батареи как раз и предназначен для тех случаев, когда надо поравнять вот этот дисбаланс. Так вот, в конце заряда обязательно надо аккумуляторную батарею поравнять. Потому что если вы этого не сделаете, то в очень ближайшее время, это не значит, что это случится на следующий день или через неделю, но через несколько месяцев вы опять будете иметь ту проблему, что у вас одна банка не заряжается, а остальные банки заряжаются. И одна банка всегда будет заряжена меньше, другие банки будут заряжены больше, потому что есть дисбаланс. И его надо, конечно же, обязательно устранить. В общем, такое вот дело. Поднять аккумуляторную батарею, которая имеет глубокий разряд, возможно, но не так просто, как кажется. Но, тем не менее, это возможно. Если мои подписчики научились уже восстанавливать абсолютно засульфатированные аккумуляторные батареи методом дистиллята, то поднять глубоко разряженную аккумуляторную батарею это еще намного проще. Так что если у вас получается десульфатировать батарею, то поднять глубоко разряженную аккумуляторную батарею вообще проблем нет. Кальциевая она, не кальциевая она, поднимаются все. Поэтому, применяя знания, которые вы можете получить на этом канале, у вас все получится. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И не забываем подписываться на этот канал и обязательно написать в комментариях, получается у вас или не получается.